Доброго дня, добрые люди! В этом видео хочу с вами разобрать 10-й выпуск бурды за 2022 год. От наполнения журнала в этот раз я не в восторге, поэтому быстро пробежимся по моделям без лишних слов. Ну или с лишними, как пойдет. Начинается журнал с трендовой коллекции в стиле 60-х. Это расслабленный, непринужденный крой и яркие графичные принты. Тут мы видим образ с обложки с жакетом и мини-юбкой. Жакет прямого кроя без воротника и лацканов, с карманами по груди и фестонами по низу рукава и по низу изделия. А юбка трапеция, это она без пояса, с выточками по талии и с молнией в среднем шве сзади. И чтобы создать тандем, юбку тоже украсили фестонами. Сшиты оба изделия из шерстяного крепа. По желанию можно от фестонов отказаться и удлинить рукав. По крайней мере, я именно так вижу этот укороченный жакет для себя. Дальше сразу по той же выкройке еще одна мини-юбка, уже покороче. Добавили интересный пояс и сшили из хлопка с дивным принтом. Нравится графика и нравится сочетание цветов. Ну и в целом мне нравятся принты из 60-х, поэтому очень даже привлекательно для меня выглядит эта юбка. Рядом платье-рубашка с рукавами летучая мышь из вискозы. Совсем необычный для меня крой и даже в некотором роде неприемлемый. Вообще с кроем тут все ясно. Отложной воротник на стойке, цельнокроенная планка и манжеты на рукавах. Но сами рукава не оставляют шансов носить это платье в более холодную погоду, когда надо сверху накинуть что-то. Ни пальто, ни куртку, ни даже жилетку я не представляю сверху. Носить придется либо как платье, либо как верхний слой, как вот здесь стилизовали это платье. Далее. Так, платье на бретелях из букле на низкий рост. В этом выпуске решили опять отдать дань букле. У платья рельефные швы спереди, талиевые выточки сзади, что позволит плотно посадить платье по фигуру. Наличие вот таких выточек. Юбка трапеция, молния по спинке и широкие бретели с пряжками. По этой выкройке вполне можно сшить и в школу платье. Как раз на низкий рост, девочки обычно не очень высокие, хотя сейчас все по-разному. Здесь мы видим стеганую куртку, прям совсем без объемов. Тут она выполнена из стежки, но ее вполне можно представить из кожи и из денима. Еще могу представить эту куртку с меховым воротником. Прокрадываются к нам уже такие вот меховые элементы обратно. Здесь имеются нагрудные выточки, карманы в боковых швах, акцентные накладные карманы спереди по полочкам, воротник-стойка, застежка на кнопках и узкий двушовный рукав. Мне вот часто такие рукава узковаты. Я люблю при сгибании руки, чтобы ничего не сковывало. Поэтому, возможно, подкладка тут больше подойдет только тонкая. Рядом платье А-силуэта из сатина на высоких. Крой понятный. Линии простые, в пошиве только с манжетами нужно будет посидеть и с обтачкой выреза по горловине. Мне это все напомнило стиль Твиги, даже девушку тут подобрали с перекликающейся внешностью. Так, в продолжении темы блуза из вискозы. Здесь тоже небольшой вырез по горловине, еще защипы по горловине и перекрученная стойка. По спинке застежка в виде молнии, крой прямой, рукав прямой. Словом, все внимание на шею, остальное все такое спокойное. Рядом пример того, как может выглядеть эта блуза, если успокоить образ черным цветом. Если вот тут это выглядит все ярко и стильно, то та же самая блуза может вот издавать запах нафталина в таком образе. Ретро-принт все-таки может превратить образ в старомодный. Здесь нужно быть внимательнее. Еще раз юбка тут в образе фигурирует. Так, но рассмотрим мы гольф с необычной горловиной и разрезами для больших пальцев по рукавам. Имеются нагрудные выточки и молния в среднем шве по спинке. Теперь все внимание на горловину. Горловина частично
цельнокройная, спереди прям узкая полоска. И вот к этой полоске с двух сторон вертикально пришиты другие части горловины так, чтобы образовать сборку. Сборка, говорите, нынче в тренде, а по горловине сборку не хотите ли? Вот тут вот такой интересный элемент. Но я, если честно, отказалась бы от этого элемента. Пусть шея все-таки остается без нагромождения. Мне было бы, наверное, неудобно вот с такой сборкой по горловине. Рядом заключительная модель из подборки Pro 60, укороченный жакет из букле. Широкий отложной воротник, широкий, но короткий лацкан, поэтому разрез по горловине достаточно сдержанный. Двушовный рукав реглан и застежка на 2 кнопки всего лишь. Все. Ищу карманы, но карманов нет. Вот такой незамысловатый жакет нам тут дан. Тут дуэт из жакета и юбки с фестонами смотрится намного шикарнее и дороже в образе с белой водолазкой и сапогами, чем вот в предыдущем варианте, как вот здесь на обложке. Далее пошив мини-юбки с ремнем. Все в картинках, все подробно и понятно. И тренч-кот от дизайнера лейбла Windsor. Тренч на первый взгляд вроде бы классический, не слишком объемный, нейтрального привычного цвета он тут выполнен. Но если начать рассматривать, можно много интересного заметить. Например, двойной ряд прорезных карманов. Один в привычном месте, там, где карманы и должны быть, и еще один ряд с отсылкой на куртку-косуху. Очень широкие паты на рукавах и очень высокие разрезы по бокам, благодаря которым исключается шлица сзади. Подкладка у него тоже необычная. Я вам тут вот вывожу на экран. Полочки и спинка только частично на подкладке, остальной тренч вот просто без подкладки. Такой простой, но нетривиальный тренч. Здесь креатив для тех, кто любит собак. Показано, как сшить всякие интересные штуки для своего питомца. И дальше бежевая элегантная коллекция, которая радует глаз теплом и комфортом, который исходит от этого цвета. Здесь сразу добавили и детские модели, будем разбирать их вместе. Брюки из твила на этой странице, которые могут стать универсальными в гардеробе. За счет многочисленных швов они напоминают брюки карго, что сейчас актуально. Также и ширина брюк популярная, а длину можно легко корректировать в зависимости от предпочтений. Буквально на днях, когда мы обсуждали уже этот журнал, девчонки из сообщества подкинули идею того, что эту выкройку можно сшить из эко-кожи, ну или из кожи. Эти самые швы и отстрочки будут заметнее и эффектнее выглядеть на этих брюках. Ну, как вариант, я не нашла примеров, но как вариант можно вот представить в голове такую картину. Рядом платье на девочку из вельвета с декоративным украшением по горловине из вискозы. Платье А-силуэта с карманами в боковых швах и в целом с отсылкой в 60-е. Журнал, в принципе, пропитан весь духом 60-х, поэтому ничего удивительного, что мы встретили еще раз что-то про 60-е. Далее платье, которое мы уже разбирали. В этом случае использован сатин цвета латте макиато, наверное. Можно попробовать носить эту конструкцию с объемным кардиганом или кейпом. Это я вот все думаю, как же в этом платье осенью можно утеплиться. В любом случае, это платье достаточно четко регламентирует перемещение рук в пространстве. Оно все-таки больше подойдет для размерных, спокойных выходов. Какие-то активные действия в этом платье совершать немножко даже будет где-то неприлично. Рядом блуза в полоску кофейного цвета. Мой глаз тут наслаждается оттенками бежевого. Здесь в образе и брюки цвета шоколада с карамелью. Прям объедение. У блузы, хотя я сначала подумала, что это джемпер, широкая горловина и разная длина спинки и полочки. Шьется быстро, выглядит изящно. Главное выбрать правильный материал и цвет подобрать. Дальше жилетка для девочки. С этой стороны вот не очень тут хорошо видно. И куртка
с отстегивающимися рукавами на взрослые размеры. Обе модели сшиты из стеганого материала, а женская модель еще и универсальная. Хочешь будет куртка, хочешь жилетка. Милая, удобная курточка. Укороченные варианты как раз сейчас нашли отклик в сердцах модников и снова возвращаются к нам в гардеробы. Здесь мы видим укороченный жакет, который был с фестонами ранее. Как я и представляла эту выкройку в более спокойном и универсальном варианте для себя. С таким легко составлять образы. И как бонус длина жакета еще и вытянет силуэт. Рядом простой, уютный трикотажный комбинезон с капюшоном, спущенное плечо, полочки на запах, по талии резинка и прямые широкие брюки с карманами в боковых швах. Комбинезон сконструирован так, что расстегивается он всего одной кнопкой в том месте, где полочки соединяются по горловине. Так что снимать и надевать такую конструкцию вполне будет удобно. Это для тех, кто сомневается, все, как я, шить комбинезоны или нет. Дальше идет разворот с худи почти на любой размер. Взрослый худи с капюшоном и резинкой по рукавам вместо манжета из рибаны. И детский худи экстра широкий, плюс кармашек спереди. В общем, эта страница про расслабленность, про уют и про комфорт. Так, а вот и страница с фотографиями от читательницы журнала. Я с удовольствием рассматривала здесь все эти отшитые модели и с удовольствием читала про каждую из них. Интересную рубрику они добавили. Следующая коллекция моделей объединена темой начала осени, когда уже прохладно, но все еще солнечно. Здесь сразу мы видим пальто в клетку по выкройке жакета. И вот как не смотрю на эту фотографию, так первые доли секунд каждый раз думаю, что это я в своем пальто. Очень уж похожее настроение у этих пальто. Так, из изменений тут добавлены паты по рукавам и есть прорезные карманы с листочкой. Пальто в клетку в целом этой осенью довольно популярный элемент образов, особенно если это яркая клетка. Она способна продлить хорошее настроение и отодвинуть хандру, а то и вовсе ее вытеснить. Далее платье из вискозы на высоких. Первый вариант сшили из сатина, этот вариант из вискозы. А мне вот хочется тепла, и я бы сшила это платье из фланели, вот как шьют рубашки в клетку, или из вязаного трикотажного жаккарда. И как раз к вязаному жаккарду хорошо подойдет эта удлиненная жилетка, особенно если сшить их в одной длине и подходящих оттенков. Эта жилетка сшита по выкройке стеганой белой куртки, которую мы видели, так что если хочется, можно к ней и те самые рукава на кнопках сшить и капюшон добавить. Здесь еще есть прорезные карманы и молнии в разрезах по бокам. Такая интересная конструкция может получиться, если все объединить. Тут еще один вариант брюк, которые были сшиты из твила бежевого цвета. Теперь они тут сшиты с принтом в осенней гамме. А вот можно попробовать эти брюки сшить из разных оттенков денима. И даже из разных старых джинс, отдавая дань такому нынче популярному направлению, как апсайклинг. А принт в этом случае скрывает все швы, и это теперь просто брюки. С принтами вот всегда такая история. Далее, что у нас тут? Плюшевый пушистый пуловер, который можно удлинить и носить как платье, например, с высокими сапогами. Или сшить из более тонкого трикотажа, опять удлинить и превратить в платье. Я вот почему-то эту выкройку больше платьем представляю, чем пуловером. Почему-то у меня включилось, что это платье. Рядом еще одно воплощение выкройки блузы, уже из вискозы. Хотя мне все хочется эту выкройку сшить из трикотажа. Еще тогда, вот, когда на полосочке смотрела, представляла трикотажную, объемную такую тельняшку, как у топ-топ. Ну, в данном варианте, в данном случае это блуза. Нам тут показана была. Тут теперь дают худи с запахом на кнопке из вязаного трикотажа с капюшоном. По низу изделия и по низу рукавов продета резинка. Это та самая верхняя часть от комбинезона. Если комбинезон смущает, то можно сшить верх отдельно, низ отдельно и носить вместе, создавая такой целостный эффект.
И еще раз платье с перекрученным воротом и вырезом по горловине из крепа. И пальто в клетку тут отлично вписалось. Надо попробовать себе вот тоже сшить платье. Платье, разлетайку такую, без определения талии. А то я все приталенное с поясом шью. А без талии вот тоже неплохо смотрится. Тут пошив жилетки в картинках. Пошаговая инструкция. Еще страница со всякими деталями. И раскладки образов с моделями из журнала. В этот раз мне нравятся все 3 образа. Я с удовольствием рассматривала каждую вещь, собирала у себя в голове, как это бы выглядело вживую, в движении. В общем, мне вот эта подборка очень понравилась. Коллекцию больших размеров создали под флагманом «Солнце в сердце». Это феминные линии, цвета, принты, все такое нежное и женственное. И сразу, что мы тут видим, это блузку яркого цвета с волшебными акцентными рукавами. Тут как бы один рукав обернут в другой. Основной рукав из шифона, у него полноценная конструкция и по окату сборка. А так называемая обертка, второй рукав, из основной ткани. Здесь это твил. И эта конструкция вот этого рукава обертки почти без оката рукава, за счет чего достигается такой интересный эффект. Горловина на обтачке и никаких застежек пуговиц нет, то есть вырез достаточно открытый. Рядом пуловер из вязаного трикотажа. Мы вот недавно в сообществе разбирали эту тему, какая вещь как называется, и пришли к выводу, что вот такая конструкция скорее свитер, чем пуловер. Пуловер, он как бы немного другой. В общем, это модель простого кроя, спущенное плечо, высокая горловина и из интересного небольшой разрез снизу по шву стачивания рукава. У самой есть такая водолазка с вот таким разрезом по рукавам, и это смотрится эффектно, особенно когда выглядывает из-под пальто или из-под пиджака. Но этот рукав сам по себе широкий, и поэтому не уверена, что это будет удобно. Мой рукав все-таки это рукав водолазки, он узкий, а здесь прям широченный. Дальше идет платье на запах из шелка. Я думаю, вот такое платье может быть внесезонным. Его можно и летом носить, и зимой подбирать дополнительные слои и обувь для тепла. У платья рельефные швы по полочкам, волан по горловине, рукав снизу на резинке и слегка расклешенная юбка. А держится эта вся конструкция и не распахивается благодаря 2 кнопкам, которые выполняют роль пояса. Они пришиты внутри и фиксируют левую и правую половинки. Рядом еще раз конструкция с разрезами по рукавам уже в виде платья, с накладными карманами из вязаного жаккарда и с более аккуратной горловиной в этот раз. На мой взгляд, такое платье может быть удобным и универсальным на все случаи жизни. В нем и дома удобно, и на выход не стыдно, и спортивный образ можно с ним слепить, и элегантный вполне себе. Далее звездочка в этом номере на размеры плюс. Вот такая куртка-косуха из натуральной замши. Куртки-косухи у нас всегда актуальны, меняется только форма немного. А вот такая конструкция без модных перекосов может стать универсальной единицей в гардеробе и вне времени. Здесь мы видим рельефные швы спереди, сзади. Двушовный рукав с патой по низу, аккуратный отложной воротник, прорезные карманы на молнии и косо застегивающиеся борта. Все как положено в классическом понимании куртки-косухи. Рядом юбка, которую очень сложно рассмотреть на такой фотографии. Юбка на запах, на поясе и одна передняя половинка скроена из ткани компаньона. Основная часть из хлопка, а один бочок вот из вискозного жаккарда. Интересное, не скучное решение. Эта юбка будет уместно смотреться как в офисе, так и на празднике, на корпоративе, как с каблуками, так и с плоской подошвой. Я вот люблю такие универсальные вещи в своем гардеробе. Они-то как раз чаще всех и выходят потом из шкафа. Далее брюки чинос из растяжимого хлопка с вискозными вставками. Тоже еще один универсальный элемент гардероба, но начнем с того, что это и выкройка универсальная.
По ней можно сшить как брюки из ткани, так и спортивные брюки из различного трикотажа. К спортивным брюкам добавить пояс на резинке и манжеты по низу. Вот и получается спортивный вариант. Главное, чтобы посадка была хорошая. А на закуску нам оставили наименее универсальный вариант. Это блуза с запахом из сатина. Такую я могу представить только куда-то на выход, и только с узкими брюками, и только на высоких каблуках. Больше у меня вот не складывается никаких вариантов в голове. Но это может быть от того, что моя фантазия иссякла. Здесь можно рассмотреть детали. Вот тут более понятно, что за ткань-компаньон у юбки на большие размеры. Ну и анонс на следующий номер. Моя оценка этого номера сначала была на 3, но после более пристального рассмотрения модели баллы добавились на 5 из 10. Пишите ваше мнение и оставляйте свою оценку в комментариях. И увидимся в других моих видео. До новых встреч! Пока!